После уничтожения Святой Нации я отпустил Сет, отдав ей немного еды и аптечки, а также броню Святого Феникса, которую снял с него самого. И я решил полностью уничтожить всех рабовладельцев, которые осаждали эти земли, и также союзные города, которые им способствовали. По слухам, надо было уничтожить все фермы, порты, рынки и каменоломни рабовладельцев, чтобы союзные города ослабли и начали голодать. Но для начала мне нужен был новый комплект брони, и я отправился в локацию Путь к Королю Доспехов. Прибыв к Королю Доспехов, я приобрел доспех самурая специального класса, ножные латы самурая специального класса, шлем самурая мастер-класса и кожаную водолазку специального класса, так как она не отнимает ловкость и имеет довольно хорошую защиту рук. Сапог у торговца не было, поэтому я остался в сандалиях, в надежде прийти и приобрести их в следующий раз. И я снова отправился в хаб, чтобы оставить свои вещи, которые были на мне ранее. Первой моей целью стала южная арабская ферма, которая находилась в локации Крюк. Я аккуратно подошел к ферме и напал на привратников, которые охраняли ворота. Завязался бой. Рабовладельцы начали сбегаться со всей фермы. Почти справившись с рабовладельцами, им на помощь прибежали охранники дома лорда, самурая из торговой гильдии. Эти ребята уже были посильнее тех, которые были ранее. После чего я посетил все дома, в которых держали бесплатных работников. И бар. В баре их было просто дохера. И по большей части арбалетчики, которые отбегали, если к ним приблизиться. Я был весь в стрелах, как ежик. Разобравшись с ними, я отправился в близлежащую путевую станцию, дабы залечить раны и выспаться на мягкой кровати. После отдыха я направился в дом лорда. Это была хозяйка Грейс из фракции гильдии торговцев. Она упала довольно быстро. В ее личной охране были довольно крепкие ребята, но их было мало, и я быстро с ними разобрался. После того, как я их отпиздил, я взял лорда хозяйку Грейс на плечо и потащил к базе охотников на людей, что находилась в той же локации. Зайдя к ним в лагерь, я сразу же отправился в бараки и посадил ее в клетку. Охотники на людей сразу побежали ее лечить. Боясь, что она выживет, я открыл клетку и быстро достал ее оттуда. И так как я украл у них добычу, они напали на меня. Их там было довольно мало, и главаря у них не было. Все они были очень слабыми. Разобраться с ними не представляло какой-то большой проблемы. Возможно, это не единственный их лагерь, подумал я. И где-то все же скрывается их предводитель. Хозяйка Грейс умерла, и я посадил ее в клетку. У них же на базе. Забрав у нее деньги, я покинул это место. Следующей локацией, куда я направился, были южные болота. А точнее, меня интересовал сам рабский рынок, на котором продавали всех, кого поймали рабовладельцы и охотники на людей. По прибытию поднялась тревога. Мне не очень сильно хотелось драться под огнем турелей и гарпунов. Пришлось передислоцироваться в ближайший дом и начать разбираться с рабовладельцами в нем. Здесь я и заметил, что что-то не так. Либо доспех не сильно прочный, либо я не слишком силен. В любом случае, надо было ориентироваться, пока не получил того, чего обычно получают. Отойдя на безопасное расстояние, я думал раскинуть спальный мешок и завалиться спать. Но недалеко были замечены бараки, и я отправился туда. Это была база болотных ниндзя. Они меня не знали, но я их знал хорошо. А точнее, знали все, кто обитал на болотах. Это вторая группировка, которая терроризировала все деревни в моих родных болотах. И раз я их нашел, значит, пришло их время. Придется с ними разобраться.
Лидер у них была Тень с наградой в 20 тысяч катов. Даже судя по моим параметрам, она была довольно крепкая бабеха, не считая тех, кто был у нее в группировке. Расправившись с болотными ниндзя, я взял Тень на плечо и отправился отдыхать и восстанавливать свои силы неподалеку рабского рынка. Тень умерла. Это значило, что группировка была расформирована, и теперь ничего не мешало болотам процветать, а я отправился на рынок, забежав в тот же дом. Туда начали стягиваться все, кому не лень. Впрочем, даже те, кому было лень, тоже прибежали. Тут я и заметил, что основной моей проблемой были арбалетчики. Хоть они и не наносили значительный урон, но все же, после каждого попавшего в меня болта я отшатывался и не мог заблокировать урон от другого оружия, которым орудовали их согруппники. Поэтому я получал невообразимое количество урона. Было решено сначала выносить их, а потом уже остальную массу, с которой я мог довольно легко справиться. После я отправился в дом лорда, хозяина рынка. Кроме личной охраны, за мной забежали еще и охранники дома, и сами рабовладельцы. Началась заруба. Мне ничего не оставалось, как забраться в узкое пространство и принять бой. По завершению драки я поднял хозяина рынка на плечо и отправился в сторону хаба. Надо было еще немного прокачать свои параметры. И также посмотреть, не появились ли у короля доспехов доспехи качеством получше. По дороге хозяин рынка скончался, и я решил использовать его как гантелью для прокачки силы. Гуляя с тяжелым грузом, я решил построить сарайчик в локации «Путь». Плыть с перегрузом такая себе задача, а вот дом, в котором можно будет сложить свои вещи, всегда пригодится. И я пошел на развалины статуи шахты, добыть стройматериалов. Построив сарайчик и складские коробки в нем, я сложил туда свои вещи и отправился к королю доспехов. У него как раз продавался доспех самурая мастер-класса и латные сапоги специального класса. Закупив нужное, я отправился обратно в сарай за своей тяжелой поклажей. Забрав свой мешок, я пошел в сторону локации гиблой земли, а точнее в черную пустыню. Пройдя под кислотным дождем и получив сильные ожоги, я отправился в бар черной пустыни, чтобы отдохнуть и вылечить свои раны. После я отправился в хламилище. Меня интересовало дробящее оружие, и желательно, чтобы оно было максимально высокого класса и с хорошим уровнем защиты, а точнее тяжелые дзюты. Вариантов было немного, и самый лучший из них был тип лезвия 1. Приобрев его и выбравшись из гиблых земель, я отправился в край скорняков, в святую шахту, которая теперь принадлежала королевству Шека. По дороге, получив многократных пиздюлей от избранных крала, они то и дело норовили напасть на меня. Мол, я нечестно побил Феникса и украл ихнюю славу. Каждая группа то и есть нападала на меня. Израненный и измотанный я прибыл в святую шахту и завалился спать и восстанавливать свои силы. После отдыха я пошел прокачивать силу дробящим оружием, но, как выяснилось, оно не очень-таки было тяжелым для меня, и мне пришлось снова бежать в хламилище, чтобы поменять его на составной топор. Но нужного товара не было в продаже, и я решил прикупить рубач, тесак для мяса. Он идеально подходит как для самураев, так и для брони, которую они носят. Лучшее, что было у продавца, тип лезвия 1. Немного побегав туда-сюда, я отправился в глазницу, которая находится на берегу грозового ущелья, в рабовладельческий рынок. Охранники меня увидели издалека и завязался бой. Турельщики стреляли со стен, и надо было их выносить. Едва я подбежал к пандусу стены, как начали сбегаться орды рабовладельцев. Ушатав их и посетив все магазины, я отправился в бар. Но как только выбежал на улицу, прибыл рабовладельческий торговый караван, и охранников немного прибавилось. Также с ними были и животные, гарлы, которые таскали их груз. Они также на меня напали, пришлось драться со всеми.
Отвешав всем пизды в баре, прибыл еще один караван. Навляв и им, я отправился к дому лорда, хозяина Гранде. Напав на охранников дома, на улицу выбежала часть личной охраны лорда. Заманив опять же в узкое пространство, я довольно быстро вынес их. Хозяин Гранды был в коме, но его кто-то успел полечить, так что рано или поздно он все-таки вышел бы из комы и вернулся назад в свой лагерь. Надо было что-то предпринять. Я решил растворить этого пиздюка в кислотной луже гиблых земель. Туда я и отправился. Прежде чем растворить терпилу, я решил зайти в хранилище. Там обменял свой тесак для мяса с тип лезвия 1 на тип лезвия 3. И также я прикупил составной топор тип лезвия 3, так как легендарный составной топор класса Мейта находился у каменного голема. И получить его не представлялось возможным, только потому, что у нас был союз. Решено было приобрести лучший из доступных в продаже. Бросив хозяина Гранды в лужу, я отправился в бар Черной пустыни, чтобы отдохнуть и восстановиться. После отправился в локацию Хенг. Там находится рабская ферма, которую тоже надо было уничтожить. Подбежав к воротам рабской фермы, рабовладельцы кинулись на меня с криком «Изменник!». О чем это они? Я же не был с ними в союзе, подумал я. Посреди драки с ними прибежал патруль, и в том числе до хера арбалетчика. По старым причинам я напал сначала на них, но те были не луком шиты. Получав урон или блокируя его, они отбегали на безопасное расстояние. Я был в невыгодном положении. Они очень сильно отвешивали мне, не давая нормально сражаться. Пришлось заманить этих ублюдков в сарай и там отпиздить. Разобравшись с ними, я отправился в дом лорда, хозяйки Рен. Отпиздив и их, я забрал у Рен легендарную катану Вакидзаси класса Мейта. Дождавшись, пока эта сука умрет, я выдвинулся к следующей цели. По дороге пробежавшись по узбережью и полюбовавшись рассветом. Я прибыл в порт Юг. Привратник какого-то хера назвал меня дезертиром и безмолвно упал мордой в песок. А я залетел в первый попавшийся дом, начал отвешивать пиздюлей каждому, кто войдет. Наваляв всем в доме, я плавно передвинулся на улицу и начал дебоширить там.
Завалив последнего пиджука, который пытался на меня напасть, я побежал в дом лорда, хозяина Влада. Он был явно недоволен, что я потревожил его покой. Но мне было похуй на него, ровно так же, как ему было похуй на всех рабов, которые трудились у него в лагере. Этот падла был довольно шустрым и пытался убежать, но я догнал его и выписал пиздюлей. Завалив Влада и его охрану, я побежал выпускать рабов из клеток, взвалив этого гада себе на плечо. Я отправился в порт Север. По дороге хозяин Влада умер, и я выбросил его в пустыне на съедение костепцам и рвачам. Прибежал в порт Север. Первым делом я вынес перевратников и забежал в бар, чтобы убрать основную массу, которая там ошивалась. Почти разобравшись с рабовладельцами, в бар валилась толпа самураев, гильдии наемников, и напали на меня. Получив пизды, улеглись отдыхать на полу бара. А напавшего на меня техохотника я отремонтировал, не хотел, чтобы он умер. И тут начали сбегаться толпы рабовладельцев. Они лезли и лезли, не было им ни конца, ни края. Пришлось свалить и отдохнуть, а то бы просто повязали и отправили работать на рудники, чего мне очень не хотелось. Раскинув неподалеку спальный мешок и как следует отдохнув, я вернулся в город. В это время толпа рабовладельцев и самураев как раз пиздили противников рабства. Недолго думая, я решил помочь, напав на рабовладельцев. Самураи также напали на меня.
последний момент их стало очень много, а я был слишком раненый, чтобы драться дальше. Пришлось ориентироваться и восстановиться, пока не отвешали пизды и не заключили в рабство. Раскинув спальник, я думал отдохнуть немного, но хорошо отдохнуть не удалось. Недалеко от порта гулял лорд-охотник из союзных городов. Его надо было отпиздить как можно быстрее, пока он куда-то не свалил. Нормально не отдохнувший, я напал на него. Караван рабовладельцев прибежал им на помощь. Подняв его, мне пришлось убегать, так как поддержка все прибывала и прибывала. Переночевав под открытым небом, я подумал отнести охотника к мятежным фермерам и заключить с ними мирный договор. И я отправился на их базу в локацию окраина, к главе Симеону. Он подумал, что я пришел за его наградой и сказал, что так просто ее не отдаст. Я ему сказал, что хочу присоединиться к нему, но тут я прогадал. Я думал, он против рабства, а он оказался против союзных городов. А так как у меня отношения с ними были довольно хорошие, он не отказал. Видимо, не заметив охотника у меня на плече, сказал идти сломать дворянину челюсть. Не дожидаясь, пока охотник умрет, я отправился в порт Север, по дороге отпиздив его еще раз, чисто для профилактики. Я думал, что он умрет по дороге. Прибыв в порт и дав пизды охранникам на воротах, я отправился к дому лорда, леди Каны. Она была одна из ключевых фигур в торговле рабами. Завалив ее и ее охрану, я забрал у леди Каны катану в Акидзасе класса Мейта, и также маску тип 3 специального класса. Такая маска была только у нее, и рецепта для создания таких масок не существовало. Хер знает, откуда она ее взяла, но теперь она у меня. Лорд-охотник умер, а союзные города объявили мне войну. Леди Кана умирала очень медленно. Взяв ее за патло, я побежал в каменный лагерь, по дороге решив заглянуть в порт Юг и посмотреть, как обстоят дела там, целый ли лагерь. Порт Юг все еще принадлежал гильдии торговцев, но уже был полностью разрушенным. Добежав до каменного лагеря, леди Кана наконец-таки сдохла. А я, отпиздив привратников, забежал внутрь лагеря. Первым меня заметили охранники дома лорда, хозяина Хага. Так как здания, которые они охраняли, были довольно близко к воротам, сюда же начали сбегаться и остальные рабовладельцы. Дав пизды всем, кто хотел, и кто не хотел тоже, я зашел в дом лорда. Отметили всех в доме, хозяин Хага умер на месте, получив смертельную рану в живот. У него ничего ценного не было. Забрав у него деньги, я выбежал наружу. Там меня уже ждала группа охранников, которых я тоже накошел на самурайский салат. Но прибежал торговый караван с кучей арбалетчиков, и мне быстренько пришлось включить Себастьяна. После этого я отправился в южный каменный лагерь. Близ лагеря я разложил спальный мешок и завалился спать. Хорошенько проспавшись, я прибежал к воротам. И, как обычно, начал пиздить привратников. Но они, видимо, подготовились к моему нападению, так как их было тут довольно много. Сразу прибежала куча стражников и рабовладельцев, которые скрывались где-то за стенами. Под градом стрел из турелей было так себе сражаться, поэтому я сразу же побежал в бар. Туда сразу же начал сбегаться весь лагерь. Был замечен арбалетчик, которого я сразу же атаковал, чтоб не мешал. Вся толпа, которая была внизу, затолкала меня на второй этаж здания, где было еще больше арбалетчиков. Я был в невыгодном положении. В последний момент, когда их стало очень много, а уровень моего здоровья стал критически низким, мне пришлось свалить из лагеря. И немного подлечившись, я вернулся обратно, взяв в руки саблю, которой владел в разы лучше рубача. Отпиздив турельщиков и караван, который прибыл в лагерь, я принялся мочить всех, кто там был.
После я вернулся обратно в бар. Торгов там было куда меньше, чем в прошлый раз, но все же, арбалетчиков было до хера. Завалив их, я отправился к дому лорда. Ушатав охрану, я начал взламывать дверь дома хозяина Рубена. Открыл дверь, оттуда вывалилась охрана лорда. А затем и он сам. Отвешав 7 пиздюлей, я поднял Рубена и отправился в город Хен, а точнее в край торговца. По дороге я отпустил Рубена, чтобы высыпать ему еще пару-тройку пиздюлей, но тот, когда очнулся, начал убегать. Догнав его, я сделал один единственный удар, и этот еблан ушел к праотцам. А я подумал, что еще на одного утырка стало меньше, отправился дальше. Подходя к городу, я думал, там будет полный пиздец. Куча охраны, самураи союзных городов и гильдии торговцев. Все же самый главный человек, предводитель гильдии торговцев, Логин, проживает здесь. Как оказалось, на воротах стражи почти не было. Отпиздив их, я с легкостью зашел в город. В городе нарвался на одного проходящего мимо самурая. Он напал на меня и вскоре безмолвно упал носом на землю. После этого еще несколько самураев пытались меня остановить. Оказавшись в горизонтальном положении, город стал практически беззащитен. Отмудохав еще парочку самураев у входа в заставу, я вошел внутрь здания. На первом этаже был всего один охранник, который упал с 2 тычек. На втором история повторилась. Странно, подумал я. На 3-м этаже меня ожидала уже охрана посерьезней. В общем, ничего особого, но по сравнению с моими ожиданиями это мелочь. От того, что все лагеря и порты были уничтожены, поставки еды и денег прекратились. Логин и вся торговая гильдия начали голодать. Интересно, как там обстоят дела с союзными городами, подумал я. Напав на Логина, вся стража, которая там была, напала на меня. Логин упал первый и начал помаленьку истекать. Капитаны держались довольно долго. Логин не дожил до конца драки и скоропостижно скончался. У него был легендарный меч класса Мейта. Забрав его себе и закинув уже хладное тело Логина себе на плечо, я понес его к противникам рабства. Выходя из ворот Хена, я заметил, что самураи союзных городов также голодают. То есть на них также сказалось уничтожение производств пищи торговой гильдии. По дороге к противникам рабства накрошил кучу невольников, безголовых скелетов. А ведь когда-то они были для меня очень сильными, и соваться к ним было подобно смерти. Чутко дальше я сразился с разведчиками Южного Улья. Завалив их, продолжил бой с мышами, с которыми те сражались. Дальше на меня напала толпа мародеров. Арбалетчики очень быстро отпиздили меня. Но тут пришла черная горилла и завалила остатки мародеров. Дальше пришла и вторая. Получив пиздюли и от них, мне показалось очень странным, почему они остановились рядом и никуда не уходили. Оказались, они жрали Логина, которого я нес к противникам рабства. Я думал забрать у них их приятный перекус, от которого уже оставалась только голова, но получив пизды еще раз, они его дожрали. После этого спокойно, как ни в чем не бывало, ушли восвояси, а я потопал в скачок уже ни с чем. Поговорив жесть кулаком, фракция противники рабства стала моими союзниками, а я потопал в пепельные земли, в пепельный купол 3, к генералу Джану, чтобы отобрать у него его катану. Вдали, заметив группу скелетов, я решил напасть на них и проверить свои силы против Старой Империи. Все было довольно хорошо, пока не пришла вторая группа, получив опять же того, чего обычно получают. Прибыв в нужное место, я напал на железных пауков, которые там шастали. Получив пизды от них, я раскинул шпальник и завалился спать. Чутко отдохнув, пришла группа пауков, которых я с легкостью завалил, и пошел спать дальше. После хорошего отдыха я зашел в пепельный купол, и началось месилово. Не знаю, как я положил первого крикуна так быстро, но остальные просто так ложиться не хотели. После длительной драки они отпиздили меня и вынесли на улицу. Мне опять пришлось раскинуть спальник, но раскинул я его уже внутри здания. Отдохнув, я снова вошел в купол. Странно, но на первом этаже в этот раз был только один крикун, и я с легкостью его вынес. На втором этаже был генерал Джан. Выманив его на первый этаж, началась дуэль раз на раз. С ним надо было повозиться. По силам он был выше моего уровня, да и сам он был прочнее в 2 раза.
Победив его, я забрал у него легендарную катану без субы класса Мейта, а ему отдал вакидзаси, которых у меня было 2, чем усилил его. Починив его, я отправился в Черную пустыню. Мне нужно было поменять протез. Ногу разведчика я продал, а вместо нее купил тихую ногу. Скорость бега, конечно же, упадет, но скрытность повысится. После этого я побежал в хаб, но перед этим, забежав в святую шахту и забрав свой тяжелый мешок, я отправился дальше. Прибыв в хаб, я выложил все ненужные вещи, которые у меня были. Я одел свои старые одежды. С рабством было покончено, осталось уничтожить союзные города. Я снова решил начать с юга и двинул в выдержку скитальца. Даже не добежав до ворот, на меня начали нападать перворатники. Голодными они не казались. Возможно, где-то на юге есть еще какая-то ферма, либо каменный лагерь, который я не уничтожил. Самураи все прибывали и прибывали. Хер знает, откуда они вылазили, но их меньше не становилось. И, наконец, они меня отпиздили и посадили в клетку. Вскрыв замок, я шустренько рванул оттуда, в путевую станцию, которая находилась рядом. Заплатив 200 катов за кровать, я завалился спать. Проспавшись, я вернулся в город. Отпиздив самураев, которые еще не успели восстановиться, я зашел внутрь города. Зайдя в бараки и завалив самурая-капитана, я зашел в дворянский дом лорда, леди Мэрин. Некоторые самураи уже были ранены, так как упали довольно быстро. Похоже, что раньше я дрался именно с ними. Отпиздив леди, я забрал у нее кожаную водолазку мастер-класса, которая была лучше моей, и деньги. Деньги ей уже не понадобятся. Подняв ее, я отправился в путевую станцию. По дороге я остановился и отпустил ее, чтобы отвешать пиздюлей еще раз. Дождавшись, пока она скопытится, я отправился в Клаунстеде. Подойдя к Клаунстеде, я не понял, что происходит. Город почему-то принадлежал имперским селянам. Объяснение я видел только одно. Либо леди Мэрин принадлежали 2 города, либо этот город принадлежал лорду-охотнику, которого я завалил ранее около порта Север. Имперские селяне не были ко мне агрессивны, и нападать на них я не стал, поэтому и отправился в Катун. Катун – очень укрепленный город, построенный на холме. Пара ворот с самураями-привратниками, арбалетные турели и гарпуны. Просто так в него не попасть. Напав на привратников, часть сразу побежала занимать гарпуны. Незадолго на выручку привратникам прибежала еще группа самураев. Попав в меня из гарпуна, я сложился втрое, прямо у ворот. После чего меня схватили и заперли в клетку. Я с легкостью сбежал. За мной погналась толпа самураев. Я побежал на ближайшие горы, так чтобы подальше от города, на случай, если меня отпиздят, чтобы не поволокли в город и не посадили под замок. В горах я принял бой, хоть и был сильно ранен. Не прошло и полдня, как они меня отпиздили. Полечив своих согруппников, куда-то свалили. Я встал и принялся добивать самураев, которые не успели далеко убежать. Затем, отбежав подальше от места сражения, разложил спальный мешок и завалился восстанавливать свои силы. После я пошел на второй круг, снова прибежал к вратам города Катун. Привратник как раз сражался с клювастой жирафой, и я решил ей помочь. Напав на самурая, я немного сглупил, так как клювастая жирафа бьет по площади. Получив немного урона, я отошел. Сражусь с победителем, подумал я. Самурай вынес жирафу и направился ко мне. Получив одну пиздюлю, покатился по ступенькам, а я побежал ко вторым воротам. Либо ночь была очень глубокой, либо все очень сильно устали, но на воротах стоял только один вратарь. Завалив его, я зашел внутрь города. Забежав в Катун, я отправился в бараки. Там на меня напали несколько самураев-полицейских, которых я очень быстро отпиздил. Затем сел за их стол и, выпив их саке, я отправился в дворянский дом лорда Шира. Сломав замок, я вошел внутрь, закрыв за собой дверь. Поднялся на второй этаж. Шира спал, но, видимо, от моего громкого топота проснулся и вскочил с кровати. Завязался бой. Незадолго он упал, а я, разобравшись с охраной, забрал у него деньги и, закинув его себе на плечо, побежал в грань. Отпиздив еще раз охрану на воротах, чтобы закрепить свое лицо в их глазах. По дороге лорд Шира скончался, и я выбросил его в локации поля костей на съедение костяным волком. Пусть попразднуют.
Подойдя к воротам грани, вратарь был только один. Он сразу же напал на меня. Отпиздив его, прибежал второй, потом еще два, а потом еще целая толпа. Разобравшись с ними, прибежала толпа охранников лорда, еще одного охотника, который гулял неподалеку. Первым делом я напал на него, а этот падла стрелял из арбалета и мог в любой момент меня вырубить. Отпиздив и его, я начал ебашить его охрану. Под конец драки лорд-охотник очнулся. Надо было его еще раз отпиздить. Когда драка с охранниками закончилась, охотник был при смерти. Осталось дождаться, пока он скопытится. Когда он умер, я забрал у него деньги. Больше у него ничего ценного не было и пошел отдыхать неподалеку. Разложив спальник, я завалился спать. Проснувшись и забрал спальник, я снова отправился в грань. Опять же, отпиздив охранников на воротах, я ввалился в полицейский участок, чтобы сначала разобраться со всеми там. Быстренько разобравшись с ними, я отправился в дворянский дом леди Суги. Вскрыв замок и отворив дверь, я зашел внутрь здания и закрыл за собой дверь. На первом этаже никого не было. Скорее всего, все они спят на втором. Поднявшись, я напал на нее. Разобравшись с ней и ее охраной, двум из них я выбил руки, и они не могли сражаться. Я пошел за одним из них, отвешая ему пизды по дороге. Он меня вывел на улицу, где стояла толпа стражников. Накрошив их на самурайский салат, я хотел было вернуться в дом, но он был заперт. Опять взломав замок, я вошел внутрь здания. Поднявшись на второй этаж, я заметил, что охранники очнулись и полечили свою леди. Отпиздив их еще раз и взвалив леди Суги себе на плечо, начал думать, каким изощренным способом ее уничтожить, так как в коме она будет еще долго, и таскать мне ее не очень хочется, так как ее толстая жопа заграждает обзор. Я выбежал из дома, а потом тихонько свалил и из города. Было решено отнести ее в деревню, локацией дальние земли, которые находились довольно рядом, в культ проповедника, и посадить на кол, что я и сделал. Осталось дождаться вечера, пока культистам понадобится для жертвы ее толстая жопа. Ближе к полуночи ее убили и понесли в поселение для проведения своих ритуалов, а я отправился в Хин. Подбежав к вратам города, на меня сразу напали привратники. Отпиздив их и турельщиков на стенах, я зашел в бараки. В бараках их было довольно много, но они все были голодными, и я с легкостью с ними разобрался. После чего пошел к дому лорда Яшаганы. Лорд Яшагана не был голоден. Он жрал сколько хотел, а остатки делились на стражу. Он орал на стражу, чтоб меня выставили да поживее, но долго орать он не мог, так как улегся на пол отдыхать. Стража также быстренько упала. Дождавшись, пока эта падла сдохнет, я решил проверить, есть ли у него какие-то ценные вещи. У него был пыльник мастер-класса, который я себе и присвоил. Теперь прогулки под кислотным дождем будут безопасными. После чего я отправился в локацию Хребтовый каньон в хранилище Тенгу. Меня интересовала тюрьма, в которой держали особо опасных союзных городов заключенных. Придя сюда, пиздил охранников на воротах, начал подниматься по винтовой лестнице в само здание. Там было довольно много самураев, которые охраняли заключенных. Расправившись с ними, я побежал на второй этаж. Там тоже их было немало. Наверх также начали подниматься те, что очнулись после того, как я их отпиздил внизу. Самый сильный у них был смотритель, начальник тюрьмы, так сказать. У него я забрал легендарное дробящее оружие Дзюте класса Мейта. Оно имеет самую мощную защиту. Больше ничего ценного у него не было. А я, поднявшись на третий этаж, начал выпускать заключенных. Выпустив всех заключенных, я отправился в локацию окраины, к главе Симеону. В этот раз он был позговорчивее. Я спросил, присоединится ли он к моей борьбе против союзных городов. Он согласился. И мятежные фермеры, а также мятежные мечники стали моими союзниками. Дальше мой путь лежал в локацию Великая пустыня, город Стоа. По прибытию меня дружески поприветствовал болт арбалетной турели, который просвистел у моего уха. Мне ничего не оставалось, как проникнуть за стены города, в сарай, и сражаться там. Здесь я и решил опробовать дзюты, который отобрал у смотрителя. Но навык этой херобориной у меня был довольно низким, и урон, выдаваемый ею, также был маленький. Пришлось поменять обратно на саблю. После этого я отправился в дворянский дом лорда Инабы. Он был один. Ведь вся его стража, которую он звал, валялась в сарае и не могла прийти на его зов. Я решил с ним поговорить. Он сказал, что я своим уродством порчу его пейзаж, за что я получил оплевуху по морде. Он вскрикнул «Ау!» и, сказав, что с ним так нельзя, напал на меня. Быстренько отхватив парочку пиздюлин, упал на землю. Ожидая, пока Инаба очнется, чтобы отпиздить его еще раз, в здание забежал один охранник. Схлопотав по ушам, улегся на пол. А я, дождавшись, пока он очнется, отвешал ему еще раз. Но он был довольно жирным и не очень хотел умирать. Все мои атаки только поцарапали его. Пришлось снова ждать, пока он очнется, и повторить попытку еще раз. В этот раз я взял катану без суба. Она вроде как должна носить больше внутренних повреждений, и он точно должен покинуть этот мир. Снова ушатав его, все прошло гладко, и он начал помаленьку истекать. Дождавшись, пока он умрет, я отправился в город Шобатай.
Прибыв в город, я сразу отправился в полицейский участок. За мной прибежали и привратники, которых было только 2, вместо обычных 5. Видимо, лорды распустили часть гарнизона из-за нехватки продовольствия. Отвешав им, я побежал в бар. В баре никого не было, на меня напал только бармен и его охрана. Навляв им, я отправился в дворянский дом лорда Нагата. Вскрыв замок дома и отпиздив всех в нем, я дождался, пока лорд очнется. Отвешав ему еще раз, Нагата скопытился, а я отобрал у него бабло и отправился в город-бар. В барке была та же история. На воротах было только 2 стражника, да и те как-то не очень хотели нападать на меня. Пришлось напасть первым. В городе самураи как раз сражались с Лигой союзных городов. Отпиздив всех, кого было можно, я отправился в дом леди Санды. Взломав дверь, я вошел внутрь. В доме охранников было просто до хера. Такого количества я не видел у ни одного лорда. Интересно, чем же они тут занимались, пока я не открыл двери? Они толпой напали на меня, и началось месилово. Бой длился довольно долго. Я успел положить немало охранников леди Санды, прежде чем мне дали пизды, и хромой охранник вынес меня на улицу. Отпиздив всех на улице, я вошел обратно в дом, но ее уже полечили. Закинув леди на плечо, я думал отнести ее в локацию Кишка и аккурат положить в гнездо клювастым жирафом, как кор. Но планы поменялись, и мне срочно надо было бежать в локацию Путь, где стоял мой сарайчик, и я направился туда. По дороге, растворив леди Санду в кислотной луже гиблых земель, я прибежал в нужное место. По прибытию сразу прибежали 5 несокрушимых из королевства Шека, а за ними прибежал Вервиглаз. Военачальник торговой гильдии со своей армией элитных самураев пришел отомстить за Логина. Вервиглаз что-то проурчал, и все элитные самураи кинулись в атаку. Я сразу же напал на него. Хотел попробовать сразиться с ним, но он был довольно жирным. Я бы не смог его вынести в одиночку. Противники рабства и мятежные мечники немного задержались. Все они довольно быстро отпиздили элитных самураев. Под шквалом атак Вервиглаз упал. И я сразу, воспользовавшись случаем, отобрал у него легендарный меч, пустынную саблю класса Мейта. После чего дворянский гнев окончился поражением. Я практически не участвовал в этом сражении, так как все время дрался с Вервиглазом. Но максимум, чего я добился, так это немного повредил ему левую руку. Возможно, из-за того, что он не мог драться с моими союзниками и не смог вынести их, они потерпели поражение. 5 несокрушимых очень полюбили мятежных фермеров, а точнее их шляп. Они нападали на них, пиздили и отнимали шляпы. Чем я только не пытался убить Вервиглаза, но он был настолько прочный, что никакое оружие его не пронимало. Даже получая критические ранения, он все равно от них останавливался. Все мои попытки были тщетными. После драки надо было думать, как уничтожить Вервиглаза. В кислоте его не растворишь, так как из-за жесткости кожи он не подвержен кислоте. Клювастым жирафами его не скормишь, так как у него очень высокий болевой порог, и он очнется. Был придуман способ получше. Пусть его сожрут хоть не ближайшие, но родственные души, и отправился в туманные земли. Посадив его на кол и спрятавшись неподалеку, я стал дожидаться, пока придут туманники и сожрут его. Они жрали его очень долго, настолько у него были прочные конечности, а вот тело сожрали очень быстро. Дождавшись, пока его сожрут окончательно, я выдвинулся в город Груз, обратно в Великую пустыню. Прибыв в Груз и отпиздив привратников на ворота, им на помощь прибежали охотники за наградой. А так как награда у меня была довольно высокой, естественно, они мной заинтересовались. Отпиздив и их, я побежал в полицейский участок. Полицейские были довольно слабые, я с легкостью с ними расправился. Только капитан держался довольно долго. Каким-то хером драка перешла на улицу, где была замечена охотница со своей охраной. Драка с охранниками длилась довольно долгое время. Самураи все прибывали и прибывали. Они даже подключили рабов, которые все еще были в этом городе, чтобы они напали на меня. После довольно длительного месилова они все же дали мне пизды и отнесли в полицейский участок, посадив в клетку. Сбежав и отпиздив самурая, который меня заключил, мне стало интересно, что случилось с охотницей. Она все еще валялась, ее даже никто не полечил. Видимо, настолько вредная бабища, что она просто нахер никому не нужна, подумал я. Подняв ее, я выбежал из города на безопасное расстояние. За мной увязался один охранник охотницы. Отпустив ее и отпиздив его, я раскинул спальный мешок и завалился спать. Когда она сдохла, я побежал обратно в город, защищать ряды самураев, которые там оставались. Опять же, отпиздив привратников, я вошел в город и побежал к воротам внутри города. Хрен знает, зачем они там были, но они там были. И даже были привратники, которые их охраняли. Отпиздив их, я побежал в здание, которое называется Трон Фракции. Здесь и обитал предводитель союзных городов, император Тенгу. Тут впервые был замечен элитный Йонин, который довольно сильно мне навалял. Не будь он голоден, он бы отпиздил меня гораздо быстрее.
и мне пришлось снова бежать за город отдыхать. Хорошенько отдохнув, у врат был замечен охотник со своей охраной, которые пиздились с противниками рабства. Вообще не думая, я напал на него. Отпиздив его охрану и дождавшись, пока он очнется, я дал ему оплеуху, и он снова упал. Дождавшись, пока он скопытится, я отправился в тронный зал императора Тенгу. Противники рабства последовали за мной. Попав на императора, откуда ни возьмись, выбежала толпа элитных самураев, капитанов и несколько элитных йонинов. Мы довольно быстро их отпиздили. Я бы вряд ли справился в одиночку. Как хорошо, что они там появились, подумал я. Еще раз отпиздив очнувшихся самураев, мне стало интересно, какие шмотки у него были. У императора была легендарная катана класса Мэйта, которую я присвоил, и стал дожидаться его смерти, усевшись на его трон. Когда император Тенгу умер, пошли похвалы от противников рабства и хлопанье в ладошки. С союзными городами было покончено, а мне надо было возвращаться в хаб.